Вот так вот на лето я закрыл руль и, ну, сиденья дермантиновые, чтобы тоже они не потрескались от жары. До 7 декабря я на нем ездил и потом, ну, перевернулся. Но это позже я расскажу. Просто скажу, как вот я его зимой заводил. Ну, там в ноябре тоже морозы были, в начале декабря. Сейчас вот пока такой бардак внутри. Кривым стартером сначала, чтобы масло по мотору распределилось, потому что масло загустевшее, ну, мороз. Только после этого я заводил его. То есть, ну, бензонасос маленько там подкачаю. Быстрый старт помогал, чтобы мотор не мучить. Ну и так, в принципе, я ездил. В магазин, там еще куда-нибудь. Вот пока сейчас стоит он. Так мы и ездили на овощную тоже ферму на нем зимой. В общем... Ну вот настала зима. Выпал снег. Сейчас поедем, у нас поездка на овощную ферму. Сейчас, надеюсь, заведется. Где-то на улице -5, наверное. Масло густое. С 4-й попытки завелся. Да, завелся кое-как что-то. Не пойму, то ли карбюратор мне опять что-то сбились настройки. Так я грею мотор, чтобы он не остыл. Пока аккумулятор заряжается. Тепленький. Сейчас поедем.
5 плюс 5, Сереж. Сколько? 7, конечно, смотрим. Сейчас тебе продавец нахрен пошлет. Ничего, не знаю. Скажут, что не обманываешь, блин. Все, считай. Запорожец. Могилс. Могилс. Да, что-то он едет как Могилс. Ну, сейчас трактор гапнет. Он, наверное, я, наверное, первый, кого он обогнал в своей жизни. Вот такая у нас зима в этом году. Задик у меня теперь здесь стоит. Я на нем уже не езжу. Он меня ждет, смотря на ворота гаража, наверное, ждет восстановления. Езжу я уже где-то в середине декабря на Жигули. Пересел на 5. Ну что, май месяц. Хотел рассказать. Вот, наверное, последнее видео будет по Запорожцу. Разбилось стекло. Ну, в общем, все по порядку. Поехал я на нем, значит, в декабре в начале. Там снег только что растаял. Вот. И, в общем, с поворотом не справился немножко. С разворотом я разворачивался. И солнце слепило. Ну, он такой зимний, то есть, ну, как бы внизу солнце, и КамАЗ еще только проехал. Вот. И пыль была. Поднял пыль. Я как-то немножко не справился. И съехал во враг. То есть во враг съехал. И у меня просто он перевернулся. Запорожец. Как бы мотор еще работал, то есть колеса крутились, я из него как из танка вылез. В общем, когда он упал на правый бок, ну, в принципе, только согнул вот эту вот стойку. Но это не серьезно, я считаю. То есть ее выправить прям, ну, легко будет. Стойку немножко, вот тут бампер как бы, ну, не совсем заметно. Он как бы на эту сторону упал, то есть, ну, в принципе, без последствий особых. Ничего не разбилось. Единственное, только вот зеркало. Ой, зеркало, стекло. Стекло разбилось, да. Стекло разбилось, все там, конечно, перевернулось у меня. В общем... Так-то я зимой на Жиге ездил. О, вот это запах, боже. Наконец-то на Запорожце. Ну, в общем, тут все перевернулось, вот только вот стекло разбилось. И там мне что повезло. Ну, строительные работы шли. Строительные работы шли, и на МАЗу был этот парень там. Леха его звали. Я его попросил, короче, ну, меня поднять. У него как раз манипулятор был. Вот, и мы на манипуляторе подняли, то есть, ну, рукава там снизу протянули. И вот перевернули сначала Запорожец. Я хотел его завести. Он у меня не заводился уже. То есть там аккумулятор тоже у меня сел. Кстати, когда я тут перевернулся, я сразу аккумуляторы, то есть, вытащил. Потому что они, ну, как бы, лежа. Вот. В вертикальном положении приняли. В общем, я их тоже снял, поставил около Запорожца. И потом я ему опять позвонил, вот он меня, короче, вот, ну, уже поднял и до сюда вез. То есть, ну, тут недалеко это все было.
Кошмар. Вот, то есть, ну, вот гирлянды разбились, соответственно. Что еще? А, пока его ждал ночью, это мороз был, минус 15, наверное. Был минус 15 мороз. Я очень продрог, у меня вот это вот зеркало, ну, вернее, стекло, опять зеркало, оно у меня разбилось. Я вот потом догадался, вот, ну, чехол просто одеть, потому что, ну, не так хоть дуло. Потому что мороз был страшный. В общем, вот такая уже ночь практически. Сейчас, наверное, через 1,5 часа он приедет. Заберет меня на манипуляторе. Фу, да, денек сегодня не из лучших. Только что как бы снег растаял тогда. И мороз больше ощущался. Вот я, может быть, и съехал да из-за этого, как бы. Потому что, ну, там снежок лежал, как изморозь. Как соскользнул просто. Не ожидал я, конечно, такого. А чем я тормоза на нем не работают? Конечно. А сейчас уже и сцепление, все, ничего сейчас не работает. Сейчас не работает на нем ни сцепление, ни вообще ни тормозов. Мотор я пока, вот не знаю, уже вот сейчас май, ну, давненько я его не заводил. То есть тогда зимой только я еще его пробовал завести. Ну, я думаю, мотор работает, потому что мотор так-то работал. Я еще, когда его привез, я его стал, ну, заводить, он работал. Ну, соответственно, вылилось масло из фильтра. И, наверное, из движка, потому что вот здесь вот все в масле у меня было. И колесо тоже изнутри. Ну, заржавел он, конечно, его надо подкрашивать. Я просто жду, вот как бы, если гараж освободится у меня, я его сразу загоняю в гараж. А тогда, да, очень сильно я прям простыл, я уже прям как кости. Уже такие, как будто лед в костях. Ну, в общем, не знаю, какие еще будут видео. Я как бы думаю, может, конечно, заняться реставрацией, но не знаю. Это очень долго. 4 мотоцикла я реставрирую, ну, очень долго тоже. А тут автомобиль целый. Делов очень много надо. Не знаю даже, что делать. Ну, пока это вот будет последнее видео, не знаю, что там дальше будет. Может, по ремонту что-то сниму там, не знаю. Ну, естественно, я его на хранение. Продавать его пока не думаю. То есть в гараж вот я думаю его загнать. А вот такой в сарай превращается запорожец. Сейчас мою под крыльями, очень много грязи. Ну, прям куски целые. Ну, потихоньку. Так вот его оставлю. Потом загоню уже в гараж. Вон такие вон куски вообще. Очень много грязи. Тогда осенью и зимой ездил уже. В начале зимы его. Перестал на нем ездить. Очень много грязи, конечно, копилось.